суп получился невкусный. Привет всем любителям науки! Мы рады вас видеть в нашей лаборатории, друзья. С вами, как всегда, я, Максим, это Герасим. Хотелось бы поговорить о веществах, которые вообще боятся воды или очень ее любят. Есть такое понятие, как гидрофобность. Вот вы видали, этот листочек был каким-то гидрофобным. Он боялся воды, и вода не могла его промочить. Но есть вещества, которые продаются прямо в магазинах. Да, вот это вещество такое вот коричневого цвета. Вообще его все любят. И, кстати, коричневого цвета почему? Потому что коричневый – это цвет корицы. И, кстати, вот мне всегда спрашивают, добавить ли вам в кофе корицы? И я всегда говорю нет. Почему? Знаешь почему? Почему? Потому что когда мешаешь эту корицу, она никогда не размешивается, да, она плавает по поверхности. А чтобы вы знали, корица на самом деле это опилки дерева корицы. Поэтому, когда вы его пьете вместе с кофе, вы жуете эти опилки, и они вообще никак не смачивают. Но корица обладает волшебными свойствами гидрофобными. И сейчас снова мы увеличим изображение. Смотрите, мы будем эту ложку с корицей опускать в воду и посмотрим, что с ней произойдет. Горкой? С горкой. Максим приготовил опыт. Смотрите, это корица. И сейчас на ваших глазах мы опускаем ее в воду. Давай. Смотрите, она абсолютно сухая. Даже на дне. Вытаскиваем? Давай, вытаскиваем. Смотрите. Сейчас, надеюсь, что... Видите, она как будто бы промокла, но сейчас Максим нарушит пленку, и вы увидите, что произойдет. Внутри она будет абсолютно сухая. Видите? Вау, круто! Вот это красота! Видали? В общем, гидрофобная пленка образовалась на поверхности корицы. И защитила внутреннюю корицу. Давай еще разок. Попробуем? Ну давай. Опускаем, смотрите внимательно. Опа! И корица на дне выглядит так, как будто бы она не в воде, а в воздухе. Теперь снова. Итак, внимание, давай. Вау, красиво. Мне кажется, это великолепно. А какой запах? Смотри, сейчас попробуем самое интересное высыпать на дно. Давай попробуем подсними, не знаю, как Давай. красиво будет. Она на дно высыпается. Она видит, она не высыпается! Конечно. Я опускаю ее. Вот. Так, давай. Смотри, она прям сразу становится сухой. Смотри, пускаем на дно. Смотрите, она выпрыгивает из воды абсолютно сухая. Ну, теперь мы понимаем, почему дерево не тонет в воде. Покажем вам вещество, которое очень сильно любит воду. Покажи нам этот волшебный порошок. Я не буду его рекламировать, но вот он такого белого цвета. Называется он как-то снег. Но на самом деле этот порошок можно просто и легко добыть в любых памперсах. Памперсах, гигиенических прокладках и везде, где требуется впитывание большого количества жидкости. Стоит разобрать любую памперс, да, любой памперс, да. И вот вы там увидите вот этот порошочек. Ну давай, я сейчас еще раз буду приближать. Я буду аккуратно высыпать этот порошок в воду. И смотрите, что мы с вами увидим. Внимание, а теперь самое страшное, сейчас я буду переворачивать стакан. Раз, два, три. Излишки порошка высыпали, но видите, все остальное до сих пор находится в стакане. Да, и смотрите, что сделал этот порошок. Да, у нас здесь много, очень много. Порошок, не знаю, ложка стоит. Не, ну это будет система, конечно. Тогда будет проверить. Впитывается ли корица в этот порошок? Ну, смотрите. Да, подожди, надо вот это убрать. Сейчас этот грязный вот этот штуку выбросить. Вот это нравится. Всем любителям насвинячить на кухне, пожалуйста, смотрим, как корица в гидрофобный порошок покупается.
Собственно, никакого чуда не происходит. Погоди, рождается. Смотри. Да. Ну тут вот. Этот ролик был создан для того, чтобы показать вам разные виды, которые любят воду и еще боятся. Поэтому подписывайся на канал и в следующих роликах. Поставь нам лайк, ракету, не знаю, что там ставится. И обязательно пиши комментарии. Это